Здравствуйте. Первый вопрос Владимиру Владимировичу. Как вы оцениваете готовность Украины к прекращению огня? Получили ли вы уже информацию от американцев? И какой будет ваш ответ? Еще есть второй вопрос. Я прошу ответить и вас, Александр Григорьевич, и вас, Владимир Владимирович. Координируют ли Москва и Минск свои позиции по мирному процессу? И проводились ли сегодня, возможно, уже соответствующие консультации? Спасибо. Что касается готовности Украины к прекращению огня, я сейчас скажу, конечно, как я это оцениваю, но прежде всего хотел бы начать со слов благодарности в адрес президента Соединенных Штатов, господина Трампа, за то, что он уделяет урегулированию на Украине столько много внимания. У всех у нас хватает своих текущих дел, но многие лидеры государств и председатель Китайской Народной Республики, премьер-министр Индии, президенты Бразилии и Южноафриканской Республики занимаются этим вопросом, уделяют немало времени. Мы всем им за это благодарны, потому что эта деятельность направлена на достижение благородной миссии прекращения боевых действий и человеческих потерь. Первое. Второе. Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса. Теперь по поводу готовности Украины к прекращению боевых действий. Вы знаете, встреча американо-украинская встреча в Саудовской Аравии, она внешне, может быть, выглядит как принятие решения украинской стороной под американским давлением. На самом деле убежден абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается, как сейчас здесь только что было сказано, на земле. А как она складывается? Наверняка многие заметили, видели, что вчера я был в Курской области и выслушивал доклады и начальника генерального штаба, командующего группировкой «Север» и его заместителя по поводу ситуации в приграничье, прежде всего в Курской области, в зоне вклинения в Курской области. Что там происходит? Там ситуация полностью под нашим контролем, и группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль. Управление войсками украинскими внутри этой зоны вторжения утрачено. И если на первых этапах, буквально неделю-две назад, украинские военнослужащие пытались выходить оттуда небольшими группами, теперь это невозможно. Они пытаются выйти оттуда маленькими совсем группами, 2-3 человека, потому что все находится под полным огневым нашим контролем. Техника брошена полностью. Вывести ее невозможно. Она там останется, это уже гарантированно. А если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа – сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток. И мы за. Но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое. Что мы будем делать с этим участком вклинения в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя?
Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан. Или украинское руководство даст нам команду сложить оружие. Просто сдаться в плен. Как это будет? Это непонятно. А как будут решаться другие вопросы на все линии соприкосновения? А это почти 2000 километров. И там, как вы знаете, российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения. И там тоже создаются условия для того, чтобы мы взяли в блокирование целые достаточно крупные подразделения. Значит, эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась эта принудительная мобилизация, для того, чтобы туда поставлялось оружие, для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку, или ничего этого не будет делаться, тогда возникает вопрос, как будут решаться вопросы контроля, верификации, как мы можем и как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет. Контроль как будет организован? Надеюсь, что на уровне здравого смысла это всем понятно. Это все серьезные вопросы. Значит, кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? И какова цена этим приказам? Вы представляете, почти 2000 километров. Кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня? На протяжении 2000 километров. И потом, кто на кого будет сваливать нарушение этой договоренности? Это все вопросы, требующие своего кропотливого исследователя с обеих сторон. Поэтому сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить. И думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами на этот счет переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается. Журналистов хочу обратить внимание, что Владимир Владимирович отчасти уже больше сказал, чем вопрос был задан здесь, и заглянул в перспективу, и даже немного раскрыл тезисно некие направления в предстоящей встрече с американскими представителями. Трудно тут что-то добавить, а единственное могу сказать, что у нас единая позиция с Российской Федерацией, было давно и есть сейчас. Все договоренности, в том числе, которые касаются конфликта в Украине, мы свято исполняли перед нашим союзником и нашими друзьями. Мы этой позиции будем придерживаться и сейчас. Ни Россия и ни Беларусь были основными причинами того, что происходит там. Ну и Борис Вячеславович Грызлов здесь присутствует. Я помню, когда мы начинали процесс переговоров в Гомеле, потом в Беловежской пуще. Это было спустя несколько дней после начала конфликта. Ребята, давайте договариваться. Не надо война. Ни в коем случае не надо. Я разговаривал в то же время с Володей Зеленским и ему говорил: ты не ищи сейчас виновных, потом их найдем. Война идет у тебя, и тебе придется отвечать за то, что война на территории Украины. А потом ему сказал: запомни, это классика истории. Завтра в Америке поменяется руководство, и где будешь ты? Слушайте, как в воду смотрел. Поэтому, отвечая прямо на ваш вопрос, украинцам давно надо было прекратить всякий огонь.
и сесть за стол переговоров. А самое главное, вот мы контакты поддерживаем, Владимир Владимирович рассказывал, с американцами и с другими западниками, не афишируя это. Я им всегда говорю, ну вы же этого парня неопытного толкнули к этой войне. Хотя начиналось все с известного нам, с Владимиром Владимировичем, человека, Порошенко. Ему тогда, после подписания Минских договоров, все карты в руки, и козыри все были у него. Давай, прекращай. И не было бы этого. И по Донбассу договорились. И я уверен, и тот же Донбасс был бы в составе России, в составе Украины. Нет, это невозможно. Там же будут выборы. А как мы будем проводить выборы? Я говорю, слушай, у тебя сегодня украинская гривна, валюта, которая ходит там. Что тебе еще надо? Сейчас дену. Ни валюты нет, ни выборов нет, идет война, и люди страдают. Это с него все начиналось, потому что я, благодаря Владимиру Владимировичу, был вовлечен в этот процесс. Но этот пообещал войну прекратить, была возможность. Почему не прекратил противостояние? Поэтому давно уже надо было это сделать, но не сделал. Что касается позиции, я уже сказал, она у нас единая. Но хочу обратить внимание, поскольку с журналистами встречаемся, знаете, опять такое, простите, пророчество. Если Россия договорится с США, труба Европе и Украине вместе взята. В переговорном процессе России и США в их руках сегодня находится судьба этой Европы, которая повела себя и ведет себя до сих пор, ну, пока в СМИ, наверное, так и будет, недальновидно. Но самое главное, в очередной раз, пообещав нас, обвести вокруг пальца не получится. Мы знаем свои цели, свои интересы, и я уже говорил, Владимир Владимирович, что в этой ситуации, когда Зеленского ноги вытерли в Белом доме и везде фактически, ему бы раскинуть мозгами, сесть, вот 3 славянских народа. Всегда жили в нормальной ситуации, сесть и договориться. Вот посмотрите, никто Украине помогать не будет. Что, в начале войны по редкоземельным металлам ставился вопрос американцами? Нет. А сейчас поставили. Вроде Зеленский прав, но не тогда же не говорили об этом, а все равно придется исполнять. И черноземы повезут, и редкоземельные материалы, и дай Бог, чтобы все остальное не вывезли. Поэтому он еще сюда вернется, не он, так новый, другой президент, и будет опираться здесь на наши внутренние силы. Кому-то хочется, чтобы мы убивали друг друга. Мы это понимаем, другая сторона этого нет. Поэтому пусть думают. Наше дело правое. Хотел добавить к тому, что сказал Александр Григорьевич по поводу трубы для Европы. Если США и Россия о чем-то договорятся, то да, действительно, если, скажем, США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена. И это пойдет на пользу Европе, потому что она будет получать дешевый российский газ. Кстати, я это имел в виду. Да, именно так я вас и понял. Вот. А что касается ситуации на земле, вот, о которой я сказал, Александр Григорьевич, она стремительно меняется. Вот вчера в ходе доклада командующий группировкой «Север» и его заместитель мне сказали, вчера, завтра Суджа будет в наших руках. Именно так и произошло. Я хочу поблагодарить всех наших бойцов, которые решили эту задачу. Уверен, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курскую область, будут исполнены так же, как и на других участках боевого соприкосновения. Исходя, не только Суджа, но и прилегающие населенные пункты. Мы сейчас забираем один за одним все прилегающие населенные пункты, всю агломерацию. И исходя из того, как будет складываться ситуация на земле, будем и договариваться о следующих
шагах в деле прекращения конфликта и выхода на приемлемые для всех договоренности.